Много веков подряд чума регулярно выкашивала европейские города, уничтожая миллионы людей. Откуда пришла самая страшная болезнь нового времени? Как с нею боролись? Зачем местные лекари носили маску с клювом ворона? Как вели себя люди, столкнувшиеся с неминуемой гибелью? И каким образом ее удалось победить? Чума по праву считается одной из самых опасных болезней в истории человечества. Эпидемии уносили жизни миллионов людей, которых вылечить было почти невозможно. Сейчас с чумой можно бороться достаточно эффективно, в связи с чем число больных и количество умерших крайне мало. В этом материале попробуем рассмотреть основные особенности данной болезни, ее симптомы и истории распространения. Медицинские учебники называют Библию самым древним источником, в котором упоминалась эпидемия чумы. Более поздние упоминания эпидемии чумы датируются VI веком. Болезнь начала распространение из Египта, потом перешла на Византийскую империю, а после и на все соседние государства. В результате умерло более 100 миллионов человек. Пандемию называли Юстиниановой чумой в честь тогдашнего императора Византии. Следующий бум инфекции пришелся на 14 столетие и прозвали ее «черной смертью». В этот раз активное распространение пошло из Восточного Китая, а позже и на всю Азию. Далее чума поразила людей на Ближнем Востоке и Египте, после чего болезнь распространилась и на полуостров Крым, и дальше активно продвинулась на запад. В течение 5 лет гибли около 60 миллионов человек. В 1348 году от черной смерти погибло почти четверть населения Европы. Это ни много ни мало, а 15 миллионов человек. Еще через 4 года этот показатель равнялся 25 миллионам. К середине века чума добралась и до России. Точной информации о погибших нет, но в числе ушедших от чумы числится великий московский князь Симеон Гордый. В Россию эпидемия вернулась еще в 17 веке. В этот раз чума унесла жизни 700 тысяч человек. В конце 19 столетия свое распространение начала новая пандемия, снова начавшаяся из Китая. В основном чума атаковала азиатские территории, такие как Гонконг. В остальном мире произошли лишь небольшие инциденты. В те года Индия не досчиталась по разным оценкам от 6 до 12 миллионов человек. В современном мире чума явление редкое. Каждый год заболевает около 2500 человек. В период 1989 по 2004 года произошло около 40 тысяч случаев поражения чумой. Смертность составила 7%. Лидерами в новой вспышке чумы являются страны Азии и Африки. Бубонная чума стала самым известным названием этой пандемии. Дело в том, что в средние века главной особенностью черной смерти был бубон. По сути, это увеличение лимфатических узлов, внешне схожие с обычной мозолью. Как правило, бубон появлялся в местах скопления пота, паху, подмышке и шее. Этот вид инфекции характеризуется почти 60% смертностью. Другой вид болезни получил название легочной чумы. В этом случае болезнь поражает органы дыхания. В течение первых суток появляется кашель, а потом и мокрота с кровью. И еще через 24 часа больной погибает. Лечение помогает, если принять необходимые меры на самой ранней стадии распространения инфекции. Переносчиками заболевания чаще всего выступают грызуны. Именно портовые крысы распространили чуму в Китае 19 века. Также инфекцию могут распространять собаки и белки. Происходит это из-за укуса животного или блох на его теле. Кроме того, заражение происходит и по воздуху. Инкубационный период болезни от 3 до 5 дней. Инфекция показывается в виде повышенной температуры тела больного до 39 градусов, потери рассудка и нарушения координации. В случае подозрения на чуму зараженного должны изолировать и положить в специальную палату. Если средневековым людям черную смерть лечить было попросту нечем, то сейчас и с инфекцией отлично справляются антибиотики. После выздоровления за больным присматривают еще 3 месяца. Также существует вакцина против чумы. Она не гарантирует абсолютную защиту, но снижает шансы заражения в несколько раз, и в случае заболевания лечение проходит намного легче. В современных условиях стерильности и борьбы с грызунами чуме почти нет возможности распространяться на целые страны.
Если рассматривать Россию, то в зоне риска находятся приграничные с азиатскими странами области. Исторически именно отсюда стартует пандемия чумы. Сейчас эта инфекция представляет большой научный интерес. В Самарской области нашли особо древнюю разновидность чумы. Несмотря на существование более ранних образцов болезни, именно находка российских ученых, вероятно, связана с пандемией в VI веке. В найденных экземплярах был обнаружен специальный механизм массового заражения, который образовался после некоторых мутаций. Упрощенно заразная цепочка выглядит так. Чумной микроб заражает блох. Те переносят болезнь в кровь крыс. Грызуны, в свою очередь, выступают разносчиками чумных блох. Плюс сами невероятно озлобленные тоже не прочь покусать и заразить людей. Но почему этот в целом нормальный для природы процесс активизировался именно в середине 17-го столетия? Ученые говорят о комплексе взаимосвязанных причин. Среди них, например, климат, который в первой половине столетия был не только холоднее обычного, но и куда более влажным. Несколько лет Европу обильно засыпало снегом и поливало дождем. Сотни затопленных городов, неурожай, нашествие саранчи, голод и, как следствие, ослабленный иммунитет. Не стоит забывать и об антисанитарии, царившей в средневековых городах. Все это привело к пробуждению оспы, которая считается предвестницей чумы. Опять же, было время такое. Вся Европа погрязла в войнах и стычках разных масштабов. При этом континент уже был крепко опутан торговыми маршрутами. Шелка и специи, новые технологии и драгоценные металлы, оружие и пушнина. То была эпоха, когда купцы несказанно богатели и начинали оказывать серьезное влияние на политику мировых масштабов. Считается, что сначала чума свирепствовала в Китае в 1320-1330-х годах. В некоторых районах осталось не более 10% населения. Самолетов, поездов, пароходов и вездеходов не было, поэтому распространялась эпидемия медленно, годами. После Китая настала очередь Индии, Золотой Орды и, наконец, Европы. Маска с клювом ассоциировалась с древнеегипетским богом мудрости и знаний Тотом, который имел голову птицы Ибиса. Считалось, что этим сходством маска отпугивает болезнь. Также клюв имел и функциональную нагрузку. Он защищал врача от болезнетворного запаха. Дело в том, что в клюв закладывались вещества с сильным резким запахом. Это были сушеные травы и цветы, камфора, различные специи, либо губка с уксусом. С другой стороны, врачи постоянно жевали чеснок, поэтому маска защищала людей от чесночного запаха. Клюв имел 2 вентиляционных отверстия, а в маске имелись 2 стеклянных вставки, которые защищали глаза. Плащ и вся одежда врача были пропитаны воском для защиты от заражения при работе с больными. На шее доктора висела небольшая шкатулка, в которой хранились разные травы, которые тоже должны были отпугнуть болезни. Маска с клювом была практически прообразом будущих респиратора и противогаза.